Привет, дорогой слушатель! Сегодня вы вместе со мной увидите самые удивительные и прекрасные места на нашей планете. Наша родная планета, если вы, конечно, родились на Земле, преисполнена удивительно красивыми местами. Конечно, они разбросаны по всем уголкам нашей планеты, но в этом видео все склеены в одно целое. Иногда, чтобы поверить в существование этих мест, их просто необходимо увидеть своими глазами, поэтому вы будете знать, куда сможете попутешествовать в будущем. Первое в нашем списке – мостовая гигантов в Северной Ирландии. В этом месте 60 миллионов лет назад произошло извержение вулкана, излившегося большим количеством базальтовой лавы. И эта лава после остывания сформировала гигантские кристаллы, которые сегодня видны на северных берегах Ирландии. Около 37 тысяч почти идеальных по форме шестигранных колонн образовали мостовую гигантов, которая успела обрасти легендами. Самая популярная из которых гласит, что некогда по ней ходили гиганты, отсюда и ее название. Расплавленный в недрах земли базальт образует довольно жидкую лаву, которая способна течь по горным склонам со скоростью 50 км в час. После окончания извержения лава быстро застывает и покрывается трещинами, которые формируют шестигранные структуры. В целом кажется, что гиганты начали строить мост через пролив, да почему-то не доделали. Дальше у нас Памуккале, Турция. Так называется уникальная местность, где находятся геотермальные источники. Удивительная природная достопримечательность и одновременно популярный курорт находится на юго-западе Турции, в 20 километрах от городка Денизли. Здесь насчитывается 17 источников минеральной воды. Их знали еще в античные времена, а сейчас их охраняет ЮНЕСКО. Это место находится на краю вулканического плоскогорья, которое на 100 метров выше окружающей местности. Нагретая недрами до 100 градусов насыщенная солями вода тысячи лет стекала вниз, образуя небольшие естественные бассейны. Из-за перенасыщенного бикарбонатом натрия рассола за долгое время выпал толстый слой белоснежного осадка. Но здешняя вода богата не только кальцием, но и другими соединениями и элементами. Постепенно белоснежный покров распространился на все склоны плоскогорья. В результате турки назвали его Памуккале, то есть хлопковый замок. Он и на самом деле похож на громадную кипу хлопка, расположенного для просушки. Горы Тяньцзы, Китай. На северо-востоке провинции Хунань находятся известняковые горы необычной формы. Они постоянно укрыты туманом и густо проросли зеленью. Путешественников доставляют до деревни Хуангши, а далее они идут исследовать горы, название которых означает «сын неба» пешком. Из земли здесь вздымаются нерукотворные колонны, которые словно подпирают небо. Таких колонн здесь свыше 2000, а их средняя высота составляет около 1250 метров. Формирование столь необычного ландшафта началось около 3 миллионов лет назад. Тропический лес, который и сейчас произрастает между столбами, старше их самих и рос здесь, когда этих выступов еще не было. При этом есть две разновидности столбов, сложенных из известняка и более прочных кварцевых пород. Между несколькими колоннами проложена канатная дорога. Пятнистое озеро, Канада. В Британской Колумбии, возле городка Осойос, что возле границы США, находится необычное озеро. На поверхности озера видны разноцветные пятна. Например, они могут быть голубого, желтого, серого, зеленовато-коричневого с оттенками синевы и бирюзы цветами. Эти пятна имеют круглую, овальную или неправильную форму, а их разделяют узкие серые полосы. Жидкость, наполняющая озеро, не только разноцветная, но и имеет вязкую консистенцию. Причиной появления разноцветных пятен стала большая концентрация в воде разнообразных минеральных солей, а собрана здесь едва ли не половина таблицы Менделеева. Сульфаты натрия, калия, кальция, серебра, магния и еще целый ряд соединений. В этих местах довольно засушливое и жаркое лето, поэтому зеркало озера испаряет много воды. В результате различные соли кристаллизируются, образуя бортики небольших бассейнов, по которым вполне можно ходить. Колодец Тора, США. В
В штате Орегон на мысе Перпетуа в полосе прилива есть небольшая дыра диаметром 5 метров. Одни люди просто заинтригованы этим необычным природным явлением, а другие и вовсе считают его вратами в подземный мир. Когда случается сильный прилив, морская вода заполняет этот колодец, а спустя некоторое время оттуда вверх выстреливает огромный сноп водяных брызг высотой 6 метров, благодаря чему кажется, что это гейзер. Но наиболее эффектно смотрится падение бурной волны в никогда не заполняющийся колодец. На Перпетуа приезжает много фотографов, чтобы запечатлеть эти невероятно красивые кадры. Название «Колодец Тора» появилось благодаря легенде, гласящей, что когда-то возлюбленная пара встречалась на этом самом месте. Но ревнивая девушка заподозрила парня в измене и убила его. Бог Тор, увидев с неба такую несправедливость, превратил кровь парня в горячую, как его любовь, лаву, а та прожгла твердь земли и унесла в недра земли его тело. Так и зияет эта дыра, будучи предостережением о том, что злая ревность может погубить даже самые искренние чувства. Гейзер Флай, США. Этот цветной гейзер рукотворный. Появился он в 1916 году, случайно, когда люди, бурлившие скважину под колодец, попали в геотермальный карман. Но на поверхность вода оттуда стала появляться только в 1964 году. В настоящее время гейзер Флай бьет небольшими струйками высотой 1,5–2 метра, а его разноцветные стенки каждый год вырастают на несколько сантиметров. В результате гейзер образовал 3 небольшие вершины, окрашенные в невероятные песочные, красные, зеленые, коричневые и оранжевые оттенки, а из их макушек вверх бьет кипяток. Все это представляет собой какое-то инопланетное зрелище, особенно когда сверху ярко светит солнце. Находится это рукотворное чудо в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Архипелаг Сокотра, Йемен. Расположенный в Индийском океане архипелаг Сокотра включает в себя 4 больших острова и 2 совсем крошечных. Счастливчики, которые добираются сюда, могут понаблюдать за естественной жизнью реликтовых растений, птиц и животных, обитающих на этих островах. Дерево драконовой крови, гигантское алоэ и огуречные деревья, нектарницу и многое другое. Некоторые виды живут только в глубине островов на совсем небольшом ареале, поэтому путешественникам запрещено увозить или привозить сюда любые биологические объекты, ездить вне проложенных дорог на машинах и разрушать хрупкие растительные сообщества. Всего на архипелаге растет 825 видов растений, и почти 40% из них существует только здесь. А среди местных рептилий и вовсе 90% живут только на этом крошечном уголке суши. Вулканическая местность Далал, Эфиопия. Это место в Африке представляет собой активный вулканический кратер, но весьма необычный. Некоторые астрономы считают, что пейзажи возле Далала похожи на пейзажи Ио, одного из спутников Юпитера. Здесь бурлит лава, состоящая из андезита и серы. Во время сильного взрыва в 1926 году здесь образовалось большое озеро. Оно имеет цвета от желтого до фиолетового. Это место красивое, но крайне недружелюбное, ведь здесь самая высокая среднегодовая температура в мире – 34 градуса. А летом здесь просто пекло, ведь и ночью здесь бывают немилосердные 52 градуса. А этот вулкан образовал вокруг себя инопланетный пейзаж. Диаметр его кратера составляет 1450 метров, и каждый его кусочек удивляет по-своему. Из земли постоянно пробиваются вулканические газы, которые растворяются в воде и окисляют породы. Поэтому здесь много цветных луж, заполненных кисло-солевыми растворами. Соли кристаллизируются, образуя причудливые выступы самых разных цветов. Каменный лес, Китай. В 126 километрах от китайского города Куньмин находится каменный лес, занимающий территорию 350 квадратных километров. Тысячелетиями морская вода, а затем ветровая эрозия оттачивали ущелья, формируя здесь каменные столбы. Эти своеобразные колонны образовали на большой территории подобие каменного леса. Ученые посчитали, что образовались эти необычные природные объекты свыше 270 миллионов лет назад. Фактически
практически каменный лес, это все, что осталось от гор. А около 200 миллионов лет назад на этом месте плескалось море, но затем оно отступило, обнажив необычные каменные столбы, которые мы теперь и видим. Шоколадные холмы, Филиппины. Среди многочисленных островов филиппинского архипелага есть остров Бохол. Он примечателен тем, что на нем расположены 1500 так называемых шоколадных холмов. Разумеется, не стоит сразу же думать, что они сделаны из настоящего шоколада и торопиться туда полакомиться ими. Все дело в том, что их покрывает любопытная трава, которая по окончании сезона выгорает, приобретая при этом коричневый, буквально шоколадный цвет. Места с такой травой заметно контрастируют с обычной зеленой раскраской окружающих тропических лесов. Вот за такой необычный вид здешние холмы и получили такое лакомое название, ведь и вправду выглядят они весьма необычно. Вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, вам было интересно, и вы подпишитесь на канал, оцените видео и оставите комментарий. Всего доброго, я жду вас снова.